Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. А теперь плачьте от того, как Чангук тянется мизинчиком к руке Тэхёна, и не говорите, что я вас не предупреждал. Девятое место. Думаю, что было очень необходимо, чтобы их руки были друг на друге. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Telegram, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Отношения не для камер. Реальность, которая существует вне написанного сценария. Седьмое место. Просто Чангук целует пальчики Тэхёна. Когда-нибудь я перестану так сильно скучать по ним, но не сегодня. Шестое место. Поведение пары. Все сердечки Чангука принадлежат только его Тэхёну. Мои глаза всегда видят только тебя. Пятое место. Они просто были в своем мире. Четвертое место. Забота. Тэхён в любой ситуации. Иди сюда, малыш, я позабочусь о тебе. Третье место. Новости. Согласно данным Webos Fandom Trends 2024 года, выпущенным Webos Company, Чангук получил больше всего писем от фанатов, а его лайв на Webos I Missed You So Much
получил самое высокое суммарное число просмотров на Вевос. Кажется, Тэхён проиграл игру в гляделки, но ничего, значит, повезет в любви. Постер Чангука «Baby Girl» попал в кадр в качестве эпизодической роли в видеошоу «Смуш-смуш Hide and Seek». Оно сразу набрало 2 миллиона просмотров. Похоже, что этот постер постоянно поселится в их офисе студии. Народ в шоке от такой популярности. Что вы хотели, Чангук? Лучшая реклама. Человек-позитив. Ким Тэхён сказал: «Я не собираюсь просто отдыхать или ничего не делать. Я хочу показать вам себя, который сильно отличается от того Тэхёна, которого вы знали. Пока у меня есть возможность, я не буду просто отдыхать или ничего не делать. Я постараюсь стать тем, кому есть что вам показать. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня». Многие звезды и эксперты признают, что от него исходят вайбы Майкла Джексона. И нет, речь не про тупые слухи, а про огромный талант, уникальность и профессионализм. Джин пожертвовал 100 миллионов вон больнице при Корейском университете, которая стремится расширить свою медицинскую поддержку и создать новые возможности для помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями в наименее развивающихся странах. Джин сказал: «Я надеюсь подарить хотя бы маленькую надежду тем, кто страдает от боли и не может получить лечение в неблагополучных районах с плохой медицинской инфраструктурой. Я хотел бы в дальнейшем тоже прилагать усилия по спасению большего количества жизней вместе с нашими фанатами по всему миру». Пожертвование Джина будет использовано для предоставления медицинских услуг в рамках глобального проекта «Хой людям, страдающим от болезней и не имеющих доступа к адекватной медицинской помощи в странах НРС». Оплата у психолога прошла, и он выписал вам 25 секунд прекрасной терапии. Прогнозы на 2025 год. Оживление индустрии K-pop. Эксперты ожидают улучшений во второй половине 2025 года, когда BTS и Blackpink возобновят свою деятельность в полном составе. Также новые группы, такие как Elite от Hype, TUS от Pledis Entertainment и NCT Wish от S Entertainment, начнут приносить доход. Аналитики прогнозируют, что совокупная выручка 4 крупнейших развлекательных компаний вырастет на 16% в годовом исчислении, а операционная прибыль увеличится на 60%. Среди всех компаний YG Entertainment единственная завершит 2024 год с убытком. В ответ на это YG объявила о завершении работы в области управления актерами, что позволит 24 актерам компании уйти после истечения контрактов. Компания планирует использовать эту реструктуризацию для усиления своих позиций в музыкальной индустрии в 2025 году. Эксперты подчеркивают, что для долгосрочного роста K-pop
необходимо постоянно выводить на сцену революционных артистов. Ли Джан У, профессор бизнес-школы университета Кёнбук, отметил, затраты на поиск и продвижение новых талантов растут, а 7-летний лимит на стандартные контракты усложняет возврат вложений. BTS появились в хайп, когда это было еще небольшое агентство. Требуются реформы и стимулы, чтобы помочь небольшим компаниям создавать инновационных артистов. Ледники таят, слышали? Он растопил. Подсудимый совершил серьезное преступление, прокуратура обжаловала условный приговор скандальному ютуберу Саянг, назвав его слишком мягким. Прокуратура подала апелляцию после того, как ютуберу Эй, известная как госпожа Жепак, владельцу скандального канала Саянг, был вынесен условный приговор на первом судебном процессе за распространение ложной информации об участнице группы Иве Чан Ваньон и злонамеренную клевету на других знаменитостей. 21 января прокуратура Инчхона объявила, что подала апелляцию на решение суда первой инстанции, по которому Эй был приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года по обвинениям в клевете и оскорблениях, нарушающих закон о продвижении использования информационно-коммуникационных сетей и защите информации. Это означает, что Эй не будет отбывать тюремное заключение, если не нарушит условия испытательного срока в течение 3 лет. В октябре 2024 года на процессе по вынесению приговора прокуратура требовала 4 лет тюрьмы и штрафа в размере около 200 миллионов вон. Обосновывая апелляцию, прокуратура заявила, подсудимый совершил серьезное преступление, которое нанесло непоправимый ущерб жертвам, одновременно получая значительные доходы, превышающие 200 миллионов вон. Учитывая большое количество пострадавших и отсутствие прощения с их стороны, мы приняли решение подать апелляцию. Прокуратура продолжит решительно бороться с создателями злонамеренного контента, также известными как кибервредители, чтобы обеспечить безопасность граждан от подобных преступлений. Этот Ким Тэ Хён может сделать меня зависимым. Мы все спокойны ровно до того момента, пока Чангук не появляется с мокрыми волосами. Мне бы так сильно хотелось поработать с Чангуком. Сами посмотрите, какая атмосфера вокруг него, насколько он искренний и комфортный рядом с людьми. Мне кажется, что даже минимальное взаимодействие с ним заряжает дикой энергией всех вокруг. Чангук получил 5-й серебряный сертификат Британской ассоциации фонографической индустрии, самый успешный сольный исполнитель K-pop в истории этой страны. Недавно на церемонии World Music Awards в МА было объявлено, что сольный сингл Чангука 3D получил серебряный сертификат в категории Brit Certified Singles от Британской ассоциации фонографической индустрии за продажу более 200 тысяч копий в Великобритании. Это уже 5-й раз в его карьере. Standing Next to You, 7, 3D, Left and Right, Golden, когда Чангук получает серебряный сертификат в Великобритании.
Певец продлил свой рекорд по количеству наград среди исполнителей Кей-Солоу. Попкор отмечает, что первый сольный альбом Чонгука Golden также установил рекорд с наибольшим количеством песен, получивших серебряный сертификат в Великобритании, 3 песни Standing Next to You, Seven и 3D. Достижение Чонгука в Великобритании, одном из крупнейших музыкальных рынков мира наряду с США, еще раз подтверждает его большую популярность и влияние на местном рынке как сольного исполнителя. Песня 3D дебютировала на 5-м месте в официальном чарте синглов Великобритании, топ-100, одном из 2 крупнейших поп-чартов мира, наряду с Billboard, и продержалась там в общей сложности 8 недель. Она также возглавила чарты официальных скачиваний, продаж и физических продаж синглов в стране. Кроме того, заняла 1-е место в чарте видеопотоков, 19-е место в чарте стриминга и 25-е место в чарте аудиопотоков. 4 песни Чонгука «Standing Next to You», «Seven», «3D» и «Too Much» одновременно входили в топ-100 официального чарта синглов Великобритании в течение 2 недель подряд. Тем временем, официальный клип Чонгука на песню 3D набрал более 200 миллионов просмотров на YouTube. Вселенная решила, что Ким Тэ-хён родится зимой, чтобы он согревал весь мир. Медиа пишет, было ли время, когда вы не были в восторге от Тэ-хёна. Неважно, появляется ли он в качестве гостя на песне другого артиста или выпускает очаровательную сольную песню, Тэ-хён всегда нас радует. Подлинная радость и предвкушение, которые вы испытываете, когда Тэ-хён выпускает новую песню, это роскошное чувство, которое вы не можете получить от других артистов. Даже когда приближается дата релиза и растут ожидания, вы вряд ли будете разочарованы. Или, скорее, очарование самой песни всегда богатое и мягкое, и его трудно вписать в крошечную категорию наших ожиданий. Он артист, который всегда заставляет вас волноваться, когда, так и после релиза. Это Тэ-хён. Тэ-хён, который появился в качестве гостя в конце 2023 года в песне Wherever You Are, а также оставил неизгладимое впечатление в качестве актера в первом месяце 2024 года в песне Love Win Soul, выпустил Friends. Тэ-хён имеет более четкое мировоззрение, когда дело касается его сольных песен. Волнение этого момента — это ожидание новой песни Тэ-хёна и зерно звука, которое намного превосходит ожидаемые. Визуальные эффекты музыкального клипа, вид как стиль экрана, звуковое производство, неважно, как вы на это смотрите, это творческая выразительность, которая может исходить только от оригинального Тэ-хёна и только Тэ-хёна. Бит тоже хорош. Сколько бы раз он не повторялся, он никогда не надоедает. Наоборот, хочется отдаться удобному биту и его повторению вечно. Тэ-хён выпустил 2 зимние песни, как песни-сестры, дуэт Winter Ahead, выпущенный 29 ноября 2024 года, и рождественский дуэт с Бингом Кросби White Christmas, выпущенный 6 декабря 2024 года. Насколько волшебным будет Тэ-хён в 2025 году, когда он завершит свою военную службу? Мимика Тэ-хёна как отдельный вид прекрасного. Знаете, просто тоже хочется укусить.
Их зрительный контакт размазывает меня. Их сидело двое: Ким, Сэси, Тэхён и Чон, я, альфа-самец, Чангук. Не описать словами, как я соскучился по ним и как безумно сильно я их люблю. Я мог бы покорить мир одной рукой, пока ты держишь другую. С какой нежностью и любовью Тэхён смотрит на него. Когда Тэхён ответил на вопрос, в чем слабость Чангука, золотого Макне, о которой знаешь только ты? Ответ Тэхёна: Чангук дуется, когда думает, что кто-то не обращает на него внимания. Мы все понимаем, о ком идет речь. У кого есть сантиметровая лента? Нужно кое-что измерить. Такая красивая улыбка Тэхёна. Какие они счастливые вместе.
Извините, простите, а вы случайно не Титан? Он знает, что шикарный, и пользуется этим на всю катушку, дразнит, флиртует и строит нам глазки. Все еще сильно одержим моментом, когда Чангук 2 дня сильно старался сделать для Тэхёна подарок, а потом с нескрываемым восторгом ждал реакции. Они такие нежные. Его Бэмби глазки. Такой вайб парочки. У Чангука 2 бойфренда. 2 стороны Тэхёна. Этот образ Тэхёна. Они всегда в своем собственном мире. Безопасное место друг для друга. Второе место. Это так интимно. Тэхён, ты сожрать его хочешь? У талии Чангука особые взаимоотношения с руками Тэхёна.
Первое место. Мое сердце принадлежит ему. Я понимаю это только так. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.